Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Норвежская студия Red Thread Games, известная по таким проектам как Dreamfall, Dragon и Dustborn, представила новый проект — RPG-выживач под названием Hello Sunshine. И это не просто выживач, ведь там есть здоровенный робот. Hello Sunshine переносит игроков в руины корпоративной империи, где некогда процветающая компания оставила после себя выжженную пустошь, управляемую автоматизированными системами. Геймеры возьмут на себя роль последнего сотрудника. Ему предстоит добраться до виднеющейся на горизонте башни, параллельно выживая, одному или в коопе, и собирая ресурсы с военных машин, станций и заброшенных поселений. Солнце здесь будет вашим врагом, оно будет просто выжигать все живое. Чтобы не подкоптиться, разработчики предоставили того самого робота в компаньон. В его тени вы будете прятаться от палящих лучей и радиации. Но это все днем. В морозные ночи, когда роботу нужно восстановить собственную энергию, вы будете предоставлены сами себе. Разбейте лагерь, чтобы не замерзнуть, приготовьте еду, смастерите новое снаряжение, обновите оборудование и следите за незнакомцами. Внешность может быть обманчивой. Чуть больше подробностей об игре в заметке. Что касается даты релиза, то у Hello Sunshine ее пока нет. Зато уже известно, что будет русская локализация текста. Проект готовят для ПК. Отечественный геймдев разразился внезапной сенсацией. Основатель iSpeak Lodge и ее творческий лидер Николай Дыбовский покинул собственную студию. Об этом представители iSpeak Lodge сообщили в социальных сетях. Как гласит пост, в течение последних нескольких месяцев в студии проводили реорганизацию, перераспределяя обязанности и задачи Дыбовского между ведущими специалистами. Данный процесс уже завершен. Девелоперы подытожили, что, цитата, «Петр Потапов и Айрат Закиров остаются директорами студии и продолжают руководить разработкой Pathologic 3. Конец цитаты. Стоит напомнить, что Дыбовский основал iSpeak Lodge в 2002 году и принимал участие во всех ее проектах. В конце 2024-го он оказался в центре скандала. Бывшая жена обвинила Дыбовского в домашнем насилии и похищении сына. Возможно, его уход из студии связан именно с этим. Не так давно в магазине Xbox произошла приятная техническая неполадка. Там Alan Wake 2 Remastered внезапно стала бесплатной, с определенными махинациями, но бесплатной. Геймеры не спешили жаловаться на проблему, а просто понадобавляли себе копии на аккаунты. Но чуть позже Microsoft вспомнила, что бесплатно это вообще-то не покупка, и начала отзывать полученные в результате технической ошибки копии у пользователей. Об этом первым сообщил Wario64 в посте для Он поделился скриншотом уведомления от приложения Xbox, где было сказано, цитата, «Вы недавно приобрели версию Alan Wake Remastered, которая не должна была быть доступна. Мы отменяем заказ, возвращаем деньги и удаляем игру из вашей библиотеки». Конец цитаты. Это произошло спустя более месяца после того, как игроки нашли хитрый способ получения проекта Remedy на аккаунт. Баг заметили в конце января. Тогда загрузка трехчасовой пробной версии Alan Wake 2 на Xbox давала пользователям еще и скидку в 100% на ремастер первой части. Microsoft, правда, быстро прикрыла лавочку. Реакция сообщества на все эти возвраты купленной копии неоднозначная. Некоторые назвали это жадностью, другие смирились, указав на частые скидки. Третьи же начали бояться, что у них заберут полученную пару недель назад из-за бага Dragon Ball Fighter Z. Жесть, прям невероятно качественный магазин на Xbox, походу. Стоит отметить, что у некоторых даже после получения уведомления игра осталась на аккаунте. После анонса Warhammer 40 000 Space Marine 3, о нем Илья рассказывал выпуском ранее, у пользователей сети возник вопрос, не многовато ли параллельных проектов для одной Saber Interactive? Некоторые начали подозревать, что студия могла отменить ряд заявленных тайтлов, однако этих игроков, тут же поспешил успокоить творческий директор Saber Тим Уиллетс. Разработчик заявил, что компания не отменила ни один из анонсированных ранее проектов, так что игрокам не следует паниковать. На сегодняшний день, помимо Space Marine 3, напомню, под крылом Saber находится еще как минимум ремейк Star Wars Knights of the Old Republic, John Carpenter's Toxic Commando, Turok Origins, Jurassic Park Survival, неназванный тайтл по одной из главных франшиз Hasbro и экшен-РПГ во вселенной мультсериала «Аватар. Легенда об Аанге». Ребята чисто на чиле работают на расслабоне. Можете, кстати, предположить в комментах, когда это все выйдет. Кажется, таймлайн релизов может растянуться лет на 15 с такими-то объемами.
Ни выпуска без новостей об очередных финансовых маневрах корпорации Ubisoft. Еще в январе журналисты из Bloomberg сообщили о планах компании по формированию нового предприятия, которому будет передана часть активов существующей компании. Спустя пару месяцев стало известно, что Ubisoft совместно с Tencent намеревается доверить этому подразделению новому права на свои главные франшизы, включая Assassin's Creed. Для реализации задуманного главы Ubisoft уже якобы ведут переговоры с потенциальными инвесторами, которые получат миноритарную долю акций. Таким образом, стоимость новой компании может оказаться выше, чем у самой Ubisoft. На сегодняшний день французский гигант оценивается в 1,7 миллиарда евро с учетом стабильного падения акций. К слову, на фоне этой новости стоимость акций поднялась на почти 6%. Bloomberg уточняет, что окончательное решение еще не принято, а посему эта бизнес-стратегия может не дойти до реализации. Если же все пройдет гладко, то Ubisoft формально больше не будет напрямую владеть своими франшизами, а материнская часть компании останется в руках семьи Геймо. Именно эта деталь долгое время являлась камнем преткновения в текущих переговорах. Obsidian Entertainment выкатила большой патч 1.3 для Абобы. В нем добавили функции, о которых просили в сообществе, починили беды с продвижением по сюжету и так далее. Ну давайте чуть конкретнее. Добавили возможности по настройке UI, сделали текст чуть более читабельным, чуть-чуть подкрутили прокачку, и клавомышные геймеры теперь могут удобно переключаться с ходьбы на бег. Странно, что этого раньше не было. Ну и из остальных мелочей поправили стабильность игры, пофиксили диалоговые ошибки и анимации шлифанули. Хватит ли этого, чтобы вернуться или начать играть в Вовет, решайте сами. А вот и все новости на сегодня. За другими интересностями приходите к нам на сайт. Там вас ждут мой обзор карточной сессионки Fragpunk, видео про коопную Split Fiction от Ильи и Семена, текстовый обзор какой-то японщины Suikoden 1.2 ремастер от Алексея Лихачева и, наконец, текст от Centrum от Джуби. Ну, обчитаться и обсмотреться просто. А еще сегодня, кажется, ожидается какой-то крупный видос на нашем основном канале. В телеге лежит такой же крупный, размером с целый год, намек. Не забудьте про лайк и хорошего вам понедельника. Пока!